выглядел первый авторский мультфильм Уолта Диснея. «Приключения кролика Освальда» вышли в 1927 году и уже тогда показали зрителю фирменную манеру будущего короля анимации. Через год у кролика уменьшатся уши и вытянется нос. Так на свет появится знаменитый мышонок, который прославит Уолта Диснея на весь мир. За свою карьеру Дисней в общей сложности получил 26 премий «Оскар». И хотя на Уолта работала целая команда художников, Дисней сам утверждал каждый кадр и постоянно придумывал что-то новое для своих мультфильмов. Он первым решил использовать для них музыку, первым выпустил цветной мультфильм, а еще придумал, как придать мультяшкам максимальную реалистичность. Сцены с актерами сначала снимали на пленку, а потом покадрово обводили отснятый материал, превращая его в анимацию. В 1935 году на Московском кинофестивале с диснеевскими мультфильмами познакомились в СССР. А советское руководство под этим впечатлением решило основать собственную студию. Так в 1936 году зародился нынешний «Союзмультфильм». Дисней очень высоко ценил мастерство советских аниматоров. Искреннее восхищение вызвал мультфильм «Конек-горбунок» режиссера Иванова-Вано. «Коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Отпусти меня скорей, дам тебе я 2 коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине». Как аниматора, я думаю, что его очень поразили движения персонажей, людей и животных, натуральность вот этого движения, но при этом лошади сказочные. Ритм великолепный, ритм фильма, общий объем, общая картина, где ничего не вываливается, не разваливается, не заскучаешь, не слишком быстро. Мы сейчас не всегда так можем нарисовать, как там сделано. Вот эта точность ритма и вот этих вот движений, органика вот это вот. При этом, в отличие от западных картин, советские сказки должны были не только развлекать, но и воспитывать. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. У них все равно, мне кажется, больше направлено на большую аудиторию, чтобы чем больше народу, тем лучше, чтобы было понятно всем, чтобы было интересно всем. Наша анимация стала больше направлена на самопознание, самоощущение, на авторство, а у них она по-прежнему осталась развлекательно-коммерческой. Все знаменитые советские мультфильмы создавались вручную. Персонажи рисовали на бумаге, раскрашивали на целлулоиде, прикладывали на отдельный фон и делали снимок. На 10-минутный мультфильм уходило более 100 тысяч листов целлулоида и целый год работы. Порой для создания спецэффектов художникам приходилось применять смекалку. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Режиссер Юрий Нарштейн вспоминал, зарубежные аниматоры были в шоке, узнав о секрете ежика в тумане. Никакой компьютерной графики. Для имитации брызг воды использовали целлофан. Для создания тумана – кальку. Если кальку поднять и приблизить к камере, туман сгущается. Современную рисованную анимацию теперь создают на компьютерах. Здесь все как на настоящей съемочной площадке. Несколько камер, цвет, режиссер. Вот только происходит съемка мультика в виртуальной реальности. Ежик, барсук, заяц и птичка в кадре. Потом у нас это все переходит на этап лейаута, где выставляется камера. Ставятся эти уже персонажи, но в качестве 3D загружаются в локацию. То есть тот же барсук, ежик, птичка и заяц, но уже в 3D. Потом начинается анимация, где уже появляются какие-то эмоции, отыгрыши персонажей, их, как они должны говорить. Биоскафандр из черного латекса, электронные датчики по всему телу. Эта технология называется оптический захват движения. Так оживает бельчонок Чинг из мультфильма «Золотой улей». На актере одеты вот такие вот маркеры. Это обыкновенные силиконовые шарики, обклеенные светоотражающей пленкой. Камера стробит инфракрасным лучом, луч попадает на маркер и отражается. Камера его считывает. Художник Александр Мюсюрак работает иначе.
Героев новых серий знаменитого сериала «Простоквашино» он собирает из пазлов. Это десятки рук, ног, хвостов и лап. Персонажики разбиты на части. Рука у нас поделена на две части, нижняя и верхняя, с кистью еще отдельной. Можно взять его за кость. Как бы внутри есть такой шарнирчик, который помогает двигать. Однако цифровая картинка все равно уступает классической прорисовке от руки, считают эксперты. Вот просто карандаш и просто бумага. Линия получается другой, анимация получается, как-то вкуснее, не знаю. Но ручная прорисовка для современной индустрии анимационного кино слишком дорогая. Поэтому золотую коллекцию «Союзмультфильма» переносят с пленки на современные носители. После оцифровки старые сказки становятся значительно ярче. А значит, новому поколению зрителей будет еще интереснее их смотреть.